Сегодня расскажу про парковки в Японии. Парковки в Японии все платные, то есть только возле какого-нибудь комбини, например, супермаркета. Про это я рассказывал в отдельном видео. Только там будет бесплатная парковка, потому что вы покупаете там товары, продукты. В основном парковки платные. То есть куда-то приехать, поставить машину, это стоит денег. В торговый центр, кстати, тоже. Но часто 2 часа есть на то, чтобы без оплаты оставить машину, поделать свои дела и вернуться. Итак, про парковки. Я езжу на небольшом байке, многие ездят на велосипедах, их же нужно где-то оставлять, поэтому как раз таки есть парковки. Стоит парковка 100 йен для велосипеда, 200 йен для байка. Как я сказал, 2 часа бесплатно. Вот так выглядит парковка. Парковок много, всегда мы можем увидеть такие значки. Зеленый значок означает также, что здесь есть свободные места. И вот мы видим парковку для велосипедов. Как видим по красному значку, места для байков заняты. Сейчас я выйду, как раз одно освобожу. 125 кубов ограничения, то есть нужны только маленькие байки. Но мы сейчас увидим внизу, что стоят все подряд. Мы здесь спешиваемся и по лесенке, притормаживая, спускаем вниз. Здесь работает автоматический, скажем так, подъем. То есть мы держим наш байк, и лента двигается и поднимает его вверх. Очень комфортно, удобно все. И подходим к турникету. Вот как раз спустили велосипед. Здесь мы можем увидеть, как велосипед поднимает. Взяв талончик, то есть нажав на кнопку, взяли талончик и прошли вперед. Для байков другой въезд и считается, соответственно, по-другому тариф. Так как мой байк уже стоит там, то мы просто проходим. И вот так выглядит парковка для байков. Здесь достаточно много байков, которые больше 125 кубов, и их сюда все равно загоняют. Мы можем увидеть значки, здесь стоят байки. Там стоять должны как бы велосипеды, но байков было больше, поставили и туда тоже. А так мы видим дальше парковку для велосипедов. Теперь посмотрим. Вот это, например, Honda PCX. Это 150-160 кубов. Это также Honda PCX, 150-160 кубов. То есть видно, да? Вот Yamaha Jog стоит, вот это 50 кубиков примерно. А это 150. И все равно это сюда поставили, припарковали. В принципе, не гоняют, это очень часто можно встретить. Но вот это, например, явно не 125 кубов. Здесь также много велосипедов. Собственно, велосипеды пользуются большей популярностью. Велосипеды ставятся на такие специальные удерживающие устройства. Для того, чтобы хранить их компактней, и для того, чтобы они не падали. И давайте оплатим нашу парковочку. Отдельно могу рассказать про воровство. Его здесь нет. Я оставляю шлем на зеркале, люди оставляют свои дождевики. То есть все это остается, никто это не берет. Здесь есть охрана, которая вообще может не работать. Некого гонять. Берем вот такую карту, которую нам дали взрослыми. Здесь выбита дата, когда я заехал, время. Подходим вот так к автомату. Здесь есть значок, на что оплачиваем. Вставляем карту. Автомат активируется, когда мы к нему подходим. Нам указано, что нужно оплатить 200 йен. Оплачиваем 200 йен. И видим новую дату на карте. Я оплатил парковку. Можно выезжать. Освободим место для байков, потому что автомат больше не дает карточки, и, соответственно, люди с мопедами просто сюда не могут заехать. Но сейчас я освобожу место, и кто-то будет счастлив. 200 йен стоит парковка для байка, 100 йен стоит парковка для велосипеда. Если вы за 2 часа успеваете вывести байк, завести обратно, или, например, велосипеды, если вы успеваете отцепить трос и прицепить его обратно до 2 часов, например, между парами своими, тогда вам будет бесплатная парковка, но нужно будет бегать. Нам открылись ворота. Мы можем ехать дальше. И вот сразу у нас запустился эскалатор. И мы вверх можем уже подниматься.
А вот как раз кто-то едет на мопеде, и мы освободили ему место, он теперь может взять талончик. Мы выехали с парковки. Таким образом я рассказал, как это происходит. 200 йен в день нужно будет оплачивать, если вы едете, например, в школу, на работу. В принципе, я думаю, что это нормальная цена для того, чтобы байк хранился в хорошем месте. И это, в принципе, культура Японии. Здесь просто так не бросают технику. Поэтому вы можете увидеть чистые улицы, красивые виды. Все, что как раз снимаем мы в других роликах. Благодаря тому, что не бросают просто так машины, велосипеды свои. Все по местам.